Всем привет! Меня зовут Вита, я автор кукол и игрушек, а также коллекционер кукол. Сегодня видео, которое многие просили и многие ждали, это поход в гости к мастеру-кукольнику. Сегодня я в гостях у Клавдии Марленовны, она автор шарнирных кукол, и сейчас она расскажет про себя сама. Это куколка из ее коллекции, а это куколка ее работы. Ну что, погнали? Всем привет, это Вита с монтажа, и прежде чем вы начнете просмотр такого интересного и большого видео, мне кажется, абсолютно уникального, в гостях у мастера-кукольника, я хочу рассказать вам о том, что я завела страничку Boosty личную, творческую. При монтаже этого видео получилось очень много вырезанных фрагментов с какими-то офф-топ темами, с жесткими шутками, с всякими смешками или просто с обсуждением немножко не по теме, но они тоже довольно интересные. И мне бы хотелось ими поделиться, но, конечно, оставлять их в итоговом ролике было бы неразумно, потому что мало кто досмотрел бы такое видео до конца. Поэтому все такие вещи я буду выкладывать у себя на Boosty. Особенно это касается как раз видео с походом к коллекционеру, может быть, каких-то встреч, с выставок, то, что, в принципе, не входит в финальный монтаж. А также я там сейчас буду делиться работой над новым творческим проектом и различными распаковками кукольными, которых нет больше нигде, которые мне лень как-то прям супер красиво оформлять для Ютуба. Все будет там. Я уже сделала там первые посты для каждого из уровней подписки, так что буду рада вашей поддержке, если вам интересно мое творчество. А также я планирую в будущем устраивать там кукольные розыгрыши для подписчиков, так как делают многие другие кукольные блогеры. Думаю, когда наберется, наверное, хотя бы человек 15, я это начну. Так что жду вас всех там. Ссылка в описании. Все, переходите к просмотру. Клава, привет! Спасибо, что пригласила нас в гости. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем занимаешься, как вообще твоя жизнь обстоит? Меня зовут Клава. В сети я указана как Клавдия Марленовна, и это мое настоящее имя. Но до какого-то момента много кто полагал, что это псевдоним. А я подумала, что зачем мне придумывать какие-то выдуманные псевдонимы, новые имена, когда у меня уже все есть. Ну, как говорят, имя — это бренд. И это правильно называть свое детище своим именем сейчас в современном мире. И как раз вот из моего имени и сложилось как название моих кукол. Мерлин Клауд. Просто по созвучию. Угу. И по смыслу прикольно, да? Ну, как облако, да, там облако. Мерлина. Что-то такое Мерлин. Что, вообще зарубежные подписчики часто называют меня Марленой, ну, потому что они, наверное, не различают, что Клавдия — это имя, и Марленовна — это типа второе имя, и вот они меня по второму имени часто называют. Ну да, наверняка думают, что второе имя. Вот. Ну, я тоже думала сначала, что это фамилия или какая-то странная фамилия. Почему? Обычно-то все имя-фамилию пишут, а у Клавы вот имя-отчество. Очень интересно. Да. По профильному образованию я художник декоративно-прикладного искусства, и в дальнейшем моя деятельность перетекла в скульптуру, которая уже перетекла в создание шарнирных кукол. А что такое вообще шарнирная кукла? В чем ее особенность? Шарнирная кукла — это вид подвижной куклы, подвижность которой достигается за счет встраивания в анатомию и скульптуру куклы шарниров. За счет того, что внутри куклы натянутая резинка, она своим натяжением держит детали куклы и дает фиксацию шарнирам. Поэтому кукле можно придавать разные позы. У этой куклы шарниров не очень много, но существуют куклы, у которых их гораздо больше, и они могут практически повторять все движения тела человека. Ну и не только. Животного, кого угодно. Угу. Смотря какая кукла. Как шутят, это очень сложные бусы. Да, это похоже на бусы. А в чем отличие авторской и фабричной? Но в нашем понимании авторской куклы скорее можно назвать куклу
малого тиража или же вовсе в единственном экземпляре, которое создано либо непосредственно автором, либо в соавторстве с другими мастерами, там, узкоспециализированными, например, одежды, аксессуаров и других элементов, выпущено как эксклюзивное произведение искусства. И я автор шарнирных кукол, которых я делаю из полиуретана и фарфора. Из фарфора пореже. Сейчас больше из полиуретана. Куклами я плотно занимаюсь с 2012-2013 года. До этого момента я ими просто любовалась издалека в интернете, на чужих картинках. А где-то как раз вот в 2012 году я заинтересовалась именно процессом, потому что я увидела работы учеников Лиды Снуль. У нее как раз тогда было очень много учеников, очень много курсов, и меня тогда посетила такая мысль, что а неужели можно сделать это своими руками? Вот так. Я стала изучать этот вопрос, читать информацию, смотреть, нашла страницу Лиды, посмотрела, как они работают, и вот оттуда поползло. Потом я нашла ресурсы Doll Planet, BGD Club, и вот на клабе тогда было очень-очень активное обсуждение, активное как сообщество мастерской. Это место, где как раз вот люди делали своих кукол, делились какими-то своими фишками, процессами и так далее. Ну и вот, оттуда сначала читала, много подбирала, думала, потом попробовала сделать куклу. То есть ты освоила все сама, без курсов? Да, без курсов, вот шапочным образом из форумов, из чужих каких-то дневников, через там общение с такими же энтузиастами, много их тогда было, вот. И так, да, грубо говоря, все на своем опыте. Но у меня есть все-таки образование художественное. На тот момент я, получается, училась в университете на факультете ДПИ. И на ДПИ у нас как раз было много декоративно-прикладное искусство. Вот, на ДПИ много очень академического образования, академической живописи, академической скульптуры, рисунка, почти вровень с станковой живописью. Это прям такие вот, которые настоящие художники, живописцы и все такое. Вот, и в этом плане у меня база есть. И тем более я пошла по специализации роспись фарфора, и там я как раз вот ближе познакомилась с материалами для фарфора, росписи, красками, обжигами и так далее. То есть в этом плане практически было... уже прям профессиональное образование для кукольного фарфорного дела. Ну, какие-то основы, да? Я бы сказала, я понимаю, да. Была первая ступенька из всего, что потом пришлось делать, да, вот такусенько. Но как минимум, ладно, я знала дорожку, куда мне пойти за материалами. Вот. И какие материалы использовать. А это, кстати, тоже, да, уже много. Потому что иногда так вот получается, что или кто-нибудь со стороны тебя спрашивает, или кто-то в комментариях, и ты такой думаешь... Ну, первая мысль, что это же такая очевидная вещь, да, ну, как бы... А потом ты понимаешь, что этот человек никогда в жизни этим вопросом не задумывался. Это как я не знаю, откуда берутся бананы. Там да, вообще непонятно, что откуда. А потом ты узнаешь, что это трава. Да-да-да. Вот. Ну, а первые твои куклы, соответственно, были из фарфора? Первую свою куклу я сделала из флюма. Грубо говоря, вот по стопам, как показывала Лида Снуль в своих альбомах, уроках, я слепила мастер-модель из пластилина, я сняла гипсовые формы, я купила флюма, я отлила куколку, вот, поработала с этим материалом. Из флюма у меня было порядка кукол 10,
может, чуть-чуть больше я отливала. То есть я несколько кукол слепила каждый раз после отлитой из флюма куклы. Я лепила новую куклу. Их было вот так вот штучки, наверное, 3-4. Потому что скилл лепки надо было прокачивать. Ну, да. Потом смотришь на свою первую куклу. Да. Надо было жестко прокачивать. Вот, а я лепила. Потом уже через пару, наверное, лет, я не помню, это какой был год, 14 или 15, типа того, с куклами из флюма я пошла на выставку, выставлялась, у меня было 3 куколки, и на бюджет с тех кукол, которые я продала, я уже вошла в фарфор. Купила печь, материалы для фарфора, вот, и пробовала фарфоровые куклы. Ну и осваивала, получается, тоже вот все постепенно, сама искала информацию, все это и фарфор, все работала в итоге сама, без результатов. Да, я из тех, кто берет. Если очень хочется, очень любопытно, я беру, покупаю, пробую. Точнее, не. Сначала я как раз-таки вот изучаю этот вопрос очень много, на всех вот этих тоже всевозможных форумах, комментариев и так далее. Вот это вот все. Собираю какую-то базу себе знаний, а потом уже иду пробовать ее на практике. Вот так. Это происходит обычно. Правильно, так и должно быть, конечно. Я не влетаю с мороза, с ноги, типа, расскажите мне. Самое дорогое оборудование мне. Да. А как это сделать? Ну, а как вообще твоя семья отнеслась к тому, что ты занялась таким сложным, необычным делом, не всем понятным? В этом плане, на удивление, я получила в основном поддержку. И моральную, и много материальной поддержки от родных. Ну, потому что на момент, когда я всем этим начинала заниматься, я только была студентом, только училась, и там приходилось совмещать. Мне нужно было и свое доучиваться, и вместе с этим пытаться что-то сделать, что уже будет цениться и можно будет продать, и, соответственно, на это уже дальше как-то развиваться. Ну, тоже закупаться и материалами, это бесконечные траты, и каким-то оборудованием, потому что чем больше ты начинаешь этим заниматься, тем больше тебе нужно специфического очень оборудования. Инструментов, да, специфических. И тем более дорогие качественные материалы. А потом ты узнаешь, что это стоит много денег. Да. И так и работаешь. Да, и так, ну, да, от куклы до куклы ты продал куклу, ты купил себе каких-то классных там кусачек, сделал новую куклу, продал ее, купил там себе опять что-то в мастерскую. И так это все в мастерскую. Ну, довольно долго было. Ну, помимо того, что сам являешься мастером, начинаешь становиться коллекционером. И чем дальше, тем больше и больше. Потому что уже начинаешь ценить, видеть эту красоту, интересоваться изделиями других людей. Вот как активно ты собираешь кукол? Мы стоим на фоне такого прекрасного шкафа. Я бы не сказала, что это очень много, но здесь очень необычные, интересные вещи и в основном авторские. Ты расскажи, как вообще у тебя с этим дела обстоят? Да, моя коллекция не обширная, в первую очередь по причине того, что это не дешевое удовольствие, и если ты уже подсел, то ты хочешь потом, естественно, что-то очень-очень особенное. Ну, во-первых, по причине того, что на некоторые вещи ты смотришь такой, ну, я бы это и сам сделал. Да, это тоже проблема мастеров. Да, это проблема такой. А с другой стороны, на другие вещи ты смотришь и думаешь, да, я бы это мог бы сделать сам, но мне очень не хочется. Ну, еще я уже говорила, вот тоже в предыдущем видео, что ценится видение автора, да? Что вот иногда ты смотришь, и ты именно вот хочешь... Не то, что ты можешь это сделать, а ты хочешь видение и ощущение вот этого от другого автора. Делал другой человек. Да. Как он это воспринимает, как он это понимает. И ты все равно сам так не сделаешь. То есть ты сделаешь похоже, но вот этой ценности, как вот этой души, мысли ее, она вот авторская именно всегда. Вот. Расскажи тогда, кто у тебя здесь есть? В санирование я ворвалась буквально с ноги. И если, как правило, люди свои коллекции начинают с недорогих работ,
возможно, даже не авторских, а просто вот куда-то утянуло в сторону кукол и симпатичных кукол начинаю покупать, то я сразу на выставке подбежала к великолепной Татьяне Трифоновой. Ее легендарная кошка. Ее легендарные сфинксы. Не побоюсь этого слова. Легендарная кукла. Тоже, наверное, еще до 2020-го, давно это было. Татьяна сделала первых кукол из фарфора, сфинксов. Как видно, у меня еще уши тут такие, да, здоровенные. Сложная работа заключается сложность в том, что вот эти вот ушки, они очень тонкие, их нужно хорошо отлить, хорошо обработать, чтобы это все не треснуло, не разбилось и так далее, и так далее. Много очень работы. В общем, Татьяна начала делать сфинксов. И я не устояла. Я просто к ней подбежала, говорю, очень-очень хочу. Она согласилась. И потом ближайший год, наверное, я всеми силами, будучи студентом... Работала на этого сфинкса. Да, я всеми силами работала на этого сфинкса. Я там продавала все, что я могла продать, все это складывала в коробочку. И вот, таким образом у меня появилась вот эта красивая, роскошная кукла. Это, наверное, самая дорогая кукла в моей коллекции. Дороже нее... Ты можешь стоимость озвучить? Нет. На тот год это стоило 60 тысяч. По-моему, это год 17-й. У меня там в документах написано. Да. Да, это по нынешним меркам это уже не так дорого. Надо понимать, что сейчас уже инфляция у нас и так далее. Тогда это по-другому ценилось. Особенно для студента. Да. Да, вот для студента это вообще буквально полгода моей учебы. Да. Ой, такие у меня глаза красивые. Ой, прям вообще. И вот на ушках заколки. Красота. Мы переключились немножко на камеру, чтобы вблизи вам показывать множество мелких прекрасных штук. Давай, Клава, рассказывай, что еще есть. Наверное, тоже из особенных авторских работ это вот этот молодой человек. Силовой молодек. Силовой молодек, да. Химера. Автор, художник Non-Human. У него несколько... Ну, не то, что... Нет, я не помню сколько. Короче, некоторое количество скульптур. Вот. Также, вот пока мы здесь рядом, это невероятно... Невероятная Надя. Я бы сказала, особенная очень кукла. Для нее был куплен специально хрустальный гроб, потому что... Не знаю, можно такое на Ютубе показывать, нет? Я покажу. Это скульптура, если что. Это, да. Неживая девочка. Это неживая девушка, это скульптура, художественная ценность. Да, гроб вообще ей очень подходит. Очень необычная кукла с странной темой. Расскажи про нее. Как она к тебе попала? Кукла попала мне спустя много лет. Это кукла 2013 года. Она сделана из полимерной глины. И на тот момент у меня никак вообще не получалось, не было возможности ее купить. После создания кукла продавалась довольно долго. Ну, я думаю, понятно почему. Потому что, как правило, такие мрачные темы в кукольном сообществе не настолько популярны. И найти покупателя на мрачнуху прям нужно постараться. Это нужно прям поймать какого-то своего человека. Ну, это же не просто мрачнуха, это же идея. Да, и, значит, девушка Евгения Авраам, автор, изначально закладывала в нее идею того, что это была Белоснежка, к которой не пришел принц. И спустя много лет уже ее прошлая хозяйка, она ее выставила на продажу
И вот тогда, в этот момент, я уже просто первая, сшибая двери, побежала и говорит, что это моя! Это моя кукла! Это, видимо, реально твоя, раз ты так сильно хотела. Я просто, не задумываясь, бросила все и побежала за этой куклой, ее купила. И здесь уже я, получается, немного изменила легенду этой куклы, потому что специфика материала сыграла свою роль. Кукла сделана из полимерной глины, и она расписана в сырой массе, красками там, и пигментами. И опасность представляет красный пигмент, потому что, это проблема всех красных пигментов. Он со временем плывет в материале, расплывается вот такой вот дымкой, а так как оно уже в материале, ты с этим ничего не сделаешь. И тут это подходит как будто бы к образу, что вокруг шрамов оно расползается. Оно вокруг, просто оно еще поползло вот здесь вот по лицу, вокруг губ. То есть такая вот размазанность получилась. Как задумка. Я изменила, да. То есть я поменяла легенду. Теперь это, грубо говоря, невеста Дракулы. Я сделала ей укусы на шее и размазанная кровь, чтобы как-то оправдать ее размазанный рот. То есть хуже от этого она не стала. Я думала, так задумывалась. Вот, да. И поэтому появился вот этот стеклянный гроб. Еще в планах есть сделать... Белоснежки тоже гроб. Да, свадебное платье. Ага. И Белоснежки тоже был гроб. Оно и так подходит, да. В общем, свадебное платье, и вот это вот, значит, невеста Дракулы. Вампирша, упырица. Кровосися. Упыр, да. А это особенная скульптура тем, что рано или поздно, если ты начинаешь заниматься куклами серьезно, профессионально, ты начинаешь обмениваться своими куклами с другими авторами. Да, это тоже... Потому что ни у кого никогда нет денежек на чужих кукол. В общем, интересный опыт обмена с работами другого автора, когда вы сходитесь на том, что вам нравится работа друг друга очень сильно, и поступают предложения. Так называемый трейд. Да. Обмен. Да. Значит, это скульптура прекрасной художницы Ольги Кобриной. 2013 год. Очень интересный опыт такого обмена, потому что Ольга меня попросила сделать ей куклу бланком, потому что ей было очень-очень интересно попробовать роспись на скульптуре человека, потому что она как бы профессионально лепит животных. На тот момент у нее было в основном лошади, сейчас у нее много всяких фэнтези-зверей, драконы, всякие потрясающие смешанные техники, да, с текстилем. Это получается как не так трудозатратно и дает еще больше простора для творчества и образов. В общем. Да. То есть, а так Ольга начинала с именно целиковой скульптуры. Вот. И так как она на тот момент расписывала только лошадей, она говорит, хочу человека. Я говорю, да, пожалуйста. Человека тебе. А мне такая идея всегда нравится, потому что мне как раз интересно посмотреть на то, как другие художники могут увидеть там мою работу, мой скульпт, и было очень любопытно. Я согласна, мне тоже это очень нравится. Да, и Оля очень красиво расписала. Там получилась такая нежная дева. Тоже фото ставить. Такая романтичная, очень ренессансная. На нее похоже. Еще один представитель копытных в моем кукольном царстве. Ой, это один из первых единорожек Марии Яковенко. Red River Road. Да. В тот момент, когда она решила перейти с кукол шарнирных в авторскую игрушку, и она стала пробовать себя в этом, я не знаю, жанре, подклассе.
Это вот одна из ее первых работ, еще, по-моему, слепленный вручную из ладола. Да. Он мне дико понравился. Он такой пушистый, такой мягонький. Вот. И я его себе одомашнила. И он кажется очень, очень таким сказочным. Трогательный. Да, трогательный. Его зовут Виктор. Или Виталя, я не помню. Или Витя, или Виталя. Витек, короче. Да, Витек. 2 небольших работы Саши Головиной. Довольно криповые. Да. Потому что это сердитый заяц с рожками. Яколуп, Да, джаколуп. джаколоп. И вот такая вот кошечка с когтями. У нее там маникюр, да. Ага. Когти. Но она в жемчугах, она девочка. Ага. И Виндиго. Угу. Бакинека. Бейкнеко или Бакинеко. Круто. А это что за старец? Это фавн Лены Кузуб. У него есть рожки. Ой, кайф. Я надела на него шапочку. Обычно она у зайца. А еще у него есть копытца. Да, капуца. Угу. 2 крайние жительницы моей коллекции, куклы Ани Пушкиной, которым я выполняла полностью роспись тела, образ тела и парик. А почему такие росписи? Как эта задумка пришла? Я люблю такого рода росписи и каждый раз зарекаюсь их делать, потому что это очень трудозатратно, прям невероятно сложно, но каждый раз результат стоит тех страданий, которые я испытываю, расписывая таких дев. Да, это невероятные куклы. По росписи и по авторству тоже невероятные. Каждый раз я снова возвращаюсь к темам масштабных, не знаю, рисунков, татуировок, росписей, как это назвать, полоски, графика, вот это вот все. Оно манит. Какая женщина. Кто-то называл ее лучшей козой, что когда-либо видел. Не последний по важности член моей коллекции. Кукла моего авторства, выполненная из фарфора. Не знаю, как тебе стукануть, чтобы ты... Ого. Да, будет. Значит, фарфоровый юноша, которого я делала тоже уже 100 лет назад, он у меня остался, потому что он бракованный. Как это? А у него разного размера коленки. Так бывает. Потому что ты вроде как делаешь, все нормально, а потом уже смотришь, да как такое могло произойти? Где я это просмотрела? В общем, у него коленки разного размера, у него здесь подложены там слои кожи, чтобы оно нормально работало, и я его оставила себе. Много раз, несчетное просто количество раз его пытались купить. Там какая-то девушка, коллекционер, она предлагала взять, говорит, я кредит возьму. Это еще, типа, любые деньги так нравятся. Я говорю, нет, это мое. Ну, потому что не поднимается рука за какую-то деньгу, маленькую, большую, в принципе, любую, продать то, что ты посчитал уже... Своим. Не своим, а браковкой. А, от браковки? Да. Вот в этом плане как-то нет. Вот. И, в общем, парень остался у меня полностью расписанный. Сидит, иногда участвует в фотографиях, радует меня. Роспись у него красивая. Да, очень нежная. Угу. Веснушечки. Отлитые. Точнее, даже не отлиты, а обработанные, сделанные по-скилловее. Мне кажется, и этот прекрасно выглядит. У него ручки такие, знаешь,
сосисочки небольшие. А так потом уже руку набил. Мне очень нравится. Достала из глубин ящика. Специально для нас. Да, специально для вас. Одни из первых работ, которые также остались у меня, это суккуб из комикса. Это чисто фан-арт. Я пробовала всякую тоже роспись. Ну, короче, грубо говоря, это учебная работа. Угу. Это флюма. Правильно. Вот эти флюмовые куколки. И это уже просто... Девушка. Просто, да, девушка. Тоже, которая у меня осталась с тех пор. Интересно, сидит. что стиль прослеживается. Даже несмотря на то, что уже сильное отличие в скеле, но вот стиль, он прям виден как будто бы сразу. Вот это вот видение автора. Ага. В каких-то чертах, вот в нюансах. Ну да, наверное, когда видно. тебе нравится что-то делать, Угу. ты постоянно это делаешь и просто с каждым разом повышаешь уровень. Да. Получается то же самое, только намного круче. Да. Ну, не то же самое, В конечно. общем, эти мадамы тусуются у меня в ящике и не мозолят мне глаза. Но тоже, ну как, ну не поднимается рука от них избавиться или сказать, фу, как некрасиво, там, зачем я это сделала, потому что, ну вот, я вот с этого начинала. Ну, во-первых, они очень круты для одних из первых работ. У многих Да. и хуже, у меня, например. Ну, А во-вторых, это ценность, так или иначе, для автора и вообще, в принципе. да. Но это тоже, это же не прям самое первое. Самое первое еще немножечко хуже, чем эти. И на этой ноте мы, пожалуй, перейдем к моему рабочему месту в закулисье, скажем так, где я все это делаю, и я расскажу немного о процессе создания. Ну и, собственно говоря, теперь мы показываем обратную сторону Луны, как выглядит кукла в разобранном состоянии. Да. Как это все на самом деле выглядит. Я показываю свои великолепные мои любимые стеллажи металлзавода за 2000 рублей каждая штука. Очень дешево я тогда купила. И рассказываю про эти стеллажи, потому что я довольно поздно, наверное, только годам к 30, поняла свою проблему, почему мне так неудобно заниматься творчеством, всей вот этой вот грязной работой. А проблема оказалась в том, что мне совершенно не подходит закрытое хранение вообще. То есть, и когда я это осознала, случайно, что я такая... Ну, точнее, как это не совсем случайно, это по наблюдениям. Я поняла, что я постоянно пользуюсь какими-то инструментами, материалами, которые я всегда вижу. И тогда я задумалась, что, вероятно, мне нужно избавиться от всех вот ящичков, коробочков, шторочек, дверь. Да, я не люблю двери нигде, никакие, ни на шкафах, ни на ящиках. И было принято решение убирать с рабочего места все свои ящики, столы, шкафы, ставить открытый стеллаж, и на этот открытый стеллаж ставить прозрачные контейнеры. Они у меня условно отсортированы по типу материалов. То есть здесь у меня контейнер с фарфором, с фарфоровыми всякими принадлежностями. Здесь для литья, обработки, все вот это вот грязное здесь валяется. Потом у меня контейнер с лаками, какими-то клеями, покрытиями и так далее. Контейнер с материалами для росписи. Там, и далее. Контейнер с аэрографом, там, контейнер с каким-то барахлом. Обязательно, у всех есть контейнер с барахлом. Вот. И этот шаг очень сильно облегчил мне жизнь. Потому что я не могла понять, почему мне не нравится постоянно вот эта вот уборка, вот это вот перекладывание, что вроде как не потому, что я какая-то там неаккуратная. Мне нравится, когда у меня чистое рабочее место, вот это вот все, но каждый раз этот этап давался с такой сложностью, с таким, я не знаю, нужно было прям принимать решение. Да, вот. Поэтому, если у вас наблюдается какая-то такая
проблема, вы не задумайтесь. Возможно, вам нужно открытое хранение. Что насчет пыли? Да, я хотела спросить. Да? Да, хотела, все спрашивать. Насчет пыли мы сейчас покажем, как от нее избавиться. Ну, помимо того, что ты просто там периодически убираешься. Ну, во-первых, да, крышечки на контейнерах, это все ясно. Но у меня много чего без крышечек, меня это не парит. А теперь мы идем на то место, где я избавляюсь от пыли. Идем. Ускорим. Да, это мой зимний сад. Ого, смотрите, какая красота. Ну да, я еще коллекционер цветочков, кроме того, что коллекционер так кукол. Красиво выглядишь в этих цветочках. Да, всегда красиво. Давай. Здесь у меня тоже стоят цветы сейчас. Но обычно я их переставляю. В общем, рассказываю про покрасочный бокс огромного размера. Самый большой, что можно найти вообще на рынке. Стоит всех своих денег, у него еще есть подсветка. У него... Сколько он стоит? Слушай, я его покупала за 10 тысяч. Сейчас он может подороже. Это джазовский. Вот кто знает бренд, китайский бренд аэрографов и всего для игры, это их вот эти вот боксы. У них есть и поменьше, и побольше. В общем, эта штука одновременно решает в себе просто целую уйму вопросов, проблем и так далее. Помимо того, что я использую его по прямому назначению и в этом боксе покрываю детали кукол лаками, красками, грунтами и так далее. Далее я еще стала в нем делать шкурку, грязную шлифовальную всю работу. Просто сняла фильтры, и вся пыль улетает в окно. Это не моя проблема. Ну ладно, в городе и так куча пыли. В общем, чтобы в вашей мастерской не было пыли, вы должны озаботиться вопросами вытяжки. Без этого никак. Никаких секретов. Да, пылесосы, вытяжки. Если я не работаю здесь, в этом боксе я делаю только прям серьезные такие пилильные, шлифовальные работы, которые прям совсем 100% грязные, то да, я иду сюда, вся пыль улетает. Если же я работаю где-то на своем столе рабочем, у меня есть пылесос маникюрный, хотя бы. По-хорошему бы, конечно, и в стол встроить мощный. А теперь мы находимся за виновником главного торжества, здоровым, как, мать его, Титаник, столом. Потому что ни один мастер не обходится без огромного стола. Стола, как Титаник, стола, да. Конечно. Подожди, там презервативы это для как материалы или как антураж? Это к вопросу внезапных материалов не по назначению, которые используют мастера. Можно оставить, можно убрать. Вы не подумайте, это презерватив для УЗИ. Он сухой, он большой, и он нужен для того, чтобы делать парички на кукол. Это, грубо говоря, моя следующая работа. Парик на такую же куклу Ани Пушкиной, уже заказной. А это как раз вот то, как выглядит, то, как выглядит кукла до, то, как выглядит кукла после. На определенном этапе мне посчастливилось найти этот лабораторный стол немыслимых размеров, на который у меня влазит вообще все. Это сейчас здесь так красиво и убрано, а обычно здесь все составлено, и я работаю на вот таком маленьком клочке. И никогда не верьте никому. Что у них аккуратно и красиво. Да, нет, не бывает так. Ни разу не встретила человека, который... Я всегда работаю за чистым столом. Я всегда работаю в строче, но убираюсь между этапами. Да. Это ты набегами, ты вот так вот все заставил, что-то поделал, такой расставил обратно, опять что-то заставил. Так всегда и происходит. И здесь, получается, у меня инструменты, которыми я пользуюсь чаще всего на любом этапе работы, которые я могу вот достать, вытянув руку. Также
один из самых классных способов организации рабочего пространства — это вот эти вот доски для инструментов. Это еще IKEA, но таких досок прекрасно можно купить и в любом строительном магазине для инструментов. Там есть крючки, есть какие-то зажимы, корзины. Это вот все хранение для стены, невероятно удобно. Поэтому, если вы также испытываете проблему в том, что у вас всегда какой-то бардак на столе, его можно уменьшить таким образом. Расскажи тогда нам про процесс примерно, как ты делаешь кукол, что же, из чего же состоит это все. Сейчас вы на столе наблюдаете, грубо говоря, 3 самых больших этапа в работе над куклой. Это мастер-модель, которая подготовлена к литью полиуретана, то есть уже слепленная, обработанная, и в таком состоянии она отправляется в литейную мастерскую на снятие формы и отливку. С нее уже 1 раз форму снимали, и потом снимут еще. Значит, мастер-модель выглядит вот так. Вот это вот. После из мастерской я получаю голые детали куклы, после чего я либо просто обрабатываю, собираю эти детали и отправляю клиенту в комплектации бланк куклы, которую клиент либо оформляет сам, либо отдает ее оформлять специально обученным людям, мейкаперам, швеям, как-то в ателье кукольные. Или я собираюсь куклу оформлять сама, для этого я ее подготавливаю к росписи. Процесс росписи может занимать довольно продолжительное время в зависимости от сложности росписи и количества деталей, которые нужно расписать. Есть вариант росписи, когда мы расписываем только лицо и, допустим, кисти и ступни, потому что вся остальная часть скрывается под одеждой, ну, либо просто этого не требуется. Все на любителя, на вкус коллекционеров. Или мы делаем роспись целиком, вот, да, до и после. Это значит, что мне нужно подготовить к росписи каждую деталь куклы, каждую деталь по отдельности расписать, и этот процесс растягивается уже на практически, ну, недели, месяцы, вообще легко. Прямо сейчас я закончила роспись вот этого прекрасного чувачка. Маленького. Расскажи. Тоже. Так, это кукла со мной уже с 2013 года. Он очень горячо мной любим, и я не могу от него отказаться, и периодически я его выпускаю и оформляю в какие-то образы, которые там мне придут в голову. Вот сейчас это карп Кои, который ждет теперь своего костюмчика. Да, своего часа, своего костюмчика. Значит, вот для него приготовлены перья, которые будут изображать плавники рыбки. Также всякие блестящие тканюшки, которые тоже будут изображать плавники рыбки. В общем, я буду мастерить теперь ему костюм. Это уже этап после росписи. Идет этап создания костюмчика, если он требуется. И после росписи предполагается парик для куклы. Тоже парик может быть авторский. Парик могут сделать люди, которые любят делать эти парики и специально делают их для разных кукол. Здесь тоже на вкус и цвет, как говорится. Все фломастеры разные. Моя любимая фраза. Клава, ну расскажи вообще, если не секрет, возможно ли зарабатывать на кукольном творчестве, как ты считаешь? И что нужно для этого делать? И у кого это вообще получается? Я знаю, что для многих это болезненная тема, но и очень интересная. Да, это тема болезненная, и есть люди, ну их довольно много, у кого действительно получается вывести кукол на свой основной заработок, но это, скажем, не самый большой процент от
всей массы, кто этим занимается. Потому что, мне кажется, здесь уже играет немного роль ошибка выжившего. Ну да. И много кто как раз разбивается о эту стену, видя, что это может приносить очень хороший доход, думает, что сейчас я влечу, сейчас я начну. И когда сталкивается со всеми вот этими подводными конями, Там подводный конь. камни, которые размером с конь, подводными камнями всего этого творчества, сколько на самом деле стоит этим заняться в реальности, много кто доливает. А так, скажем так, для того, чтобы своим вот этим вот творчеством, это не касается даже конкретно кукол, любым творческой работы, чтобы ей начать зарабатывать, ей нужно работать, как и любой другой работой. Много. Это как бизнес долго. Открыть, по сути. Вложить надо кучу Да, денег в материалы, да. в оборудование, потом кучу навыков приобрести, Мгм. и потом еще научиться быть продажником и Да. все это продавать. Во-первых, да, нужно потратить не 1 год на обучение. Ну, и, в принципе, обучение у тебя идет постоянно фоновым процессом. Ты всегда пробуешь какие-то новые материалы, новые техники и, собственно, развиваешься, если ты хочешь развиваться. И также, это постоянные затраты на те же самые материалы, ты постоянно куда-то деньги свои вкладываешь, чтобы начать эти деньги хорошо прям зарабатывать, тебе нужно делать большие, естественно, объемы этой работы, выпускать много кукол, поднимать на этих кукол достаточные цены, там, следить за теми же самыми трендами и так далее. То есть, тут у нас, получается, есть два, наверное, Стула. два стула, два варианта кукольников и художников, так как мы все художники, да, и есть вот художники, кто как в уступку своему требованию идет на что-то трендовое, что-то модное, что хорошо вот сейчас в спросе, хорошо покупается, и на этом это, естественно, приносит денежки, доходы, а кто-то принципиально такой: нет, я не хочу, не буду, я буду делать то, что вот я хочу. Это я такая. И я тоже. Да, типа, делать вот прям только то, что я хочу, это уже в ущерб своему доходу. Да, зачастую это не ценится. Да, Я да. тоже заметила. Потому что у вас меньшинство тех, кто любит то, что ты Что-то любишь, странное, да, что-то странное и так далее. И здесь, да, либо ты находишь какую-то свою нишу, у тебя есть круг коллекционеров, которым нравятся твои работы, и они их с удовольствием берут. Вот. Или идешь по мейнстримовости. Да. Ну, есть не еще всегда. третий, мне кажется, это те, кому нравится, да, им нравится мейнстримовость. мейнстримовость. Да, Это прям вот запросто. люди, которым я завидую. Да, кто вот прям входит во вкус, кто любит Разделяет вот этот тип таких да, тип этих работ, кукол. у кого хорошо это тем более получается, то все прекрасно. Мгм. Но это, да, работа тяжелая. Почему тяжелая? Во-первых, скажем так, это не тяжелая работа в плане как физической нагрузки, ты, знаешь, не мешки ворочаешь, она тяжела тем, что тебе нужна большая концентрация, внимание к деталям. Много разноплановых знаний, наверное. Да. Вот, Сидячий, кстати, опять же. ты и жнец, И швец, да, и на дуде и грец, потому что если ты хочешь взять, сделать куклу от начала до конца, ты должен освоить один материал, другой материал, там, дерево, ткани, шерсть, пластики, Ну, типа, и глину. лепишь, и куклу делаешь, и Да, парики делаешь, то есть и здесь, парикмахер, и всё, что угодно. здесь уже, да, скиллы расползаются просто на такую безумную уйму областей, и все нужно объять. Вследствие того, что производство кукол затрагивает настолько много областей, то как минимум литье полиуретановых кукол, как правило, уходит на аутсорс к литейным мастерским.
что позволяет автору как раз вот и повысить свои обороты, что влечет за собой повышение дохода, открывает новые возможности для творчества в плане того, что ты не занят вот этой всей работой, потому что самостоятельно в одно лицо, ну, в одно или там в два, если вы, допустим, парой работаете, отливать большое количество кукол, это очень-очень долго, очень сложно, и тем более такие... Это уже как другой класс материалов, который 100% требует отдельного помещения, не жилого, потому что там уже идет класс опасности. Помимо всего прочего, да, занятие куклами еще и влечет за собой риски отравиться насмерть. Ну, шутки шутками, но это действительно так, потому что в производстве используются токсичные вещества, начиная от лакокрасочных, которые в обычной жизни используются для автомобилей, например. То есть это все лаки, краски, клеи, вся химия, растворители, просто бесчисленное количество. Это ацетоны, это там спириты, 646 любимый, который вообще везде, спирты и так далее. Это все имеет последствия для здоровья, поэтому очень важно отнестись, перед тем, как начать вот этим всем заниматься, отнестись к своему рабочему месту. Это нужны вытяжки, это нужны респираторы, это нужны маски от пыли, от испарений, от всего на свете. Иначе вы долго не протянете. Ты так это сурово говоришь, ну, это так. Такая, умрите все. Я останусь одна и буду делать своих кукол. Она в мире. Это нервный смешок. Нет, на самом деле это очень мило выглядит. Вот, то, что да, может на определенном этапе вылезти аллергия на руках. Руками мы, естественно, работаем. Это первый инструмент, которыми делаются куклы. Может вылезти аллергия в дыхательных путях. Это очень-очень плохо, потому что вот эта вся взвесь, пыль, которая летает в помещении, от нее нужно прям очень серьезно избавляться. Потом также, если мы рассматриваем вот два направления: полиуретановая кукла и фарфоровая кукла. И то, и другое очень не полезно для организма. Значит, полиуретан выделяет в процессе полимеризации большое количество ядовитых токсичных газов. Фарфор в процессе обжига выделяет большое количество газов, плюс еще сюда добавляются тяжелые металлы от красок, глазурей. То есть эти все материалы не предназначены для использования в жилых помещениях. Это надо понимать. Либо вы организуете себе отдельное съемное помещение для занятиями, прям вот всерьез, либо вы организуете себе какое-то отдельное помещение, вот как у меня, например, балкон. Я на балконе своем не живу 24/7. Если я на нем делаю какие-то работы по покрытию лаками, красками, пыльные работы, это все убирается туда, на улицу, не в комнате жилой, где я живу. Чем вы будете здоровее, тем дольше вы сможете работать. А ты вообще общаешься с другими мастерами? Поддерживаешь ли отношения, может, дружишь с кем-то, может, вы творите вместе, там обсуждаете? И вообще какая-то дружественная обстановка вот в этом именно шарнирном мире друг к другу? Да, бывает очень часто так, что складывается какой-то круг общения у тебя с другими авторами. Во-первых, потому что с кем-то вы вместе начинали. И вместе там общались, что-то обсуждали, учились и так далее. С кем-то вы начинаете общаться тоже в процессе работы, потому что мы все друг с другом знакомы, пересекаемся на выставках каких-то там, ивентах и так далее. И, естественно, вот так вот шапочно вообще все друг с другом знакомые. И также, как случается крепкое дружеское общение, если вы просто совпадаете по стилю, по каким-то там интересам, друг у друга что-то подхватываете, учитесь и так далее. Поэтому все есть. То есть в целом все друг другу доброжелательны и как бы помогают, поддерживают, да?
Я бы сказала, что здесь прям, все друг с другом не дружат, а обычно это как оно формируется некоторыми группами. Короче, как кружок по интересам. То есть здесь мы дружим об этом, здесь там кто-то о чем-то, тут еще вот кто-то между собой. Также часто складываются какие-то дружеские отношения между вот... Мы все в кукольной тусовке, да, но кто-то автор кукол, а кто-то как раз вот шьет на кукол. Они дружат, да. Там кто-то делает мейки, парики и так далее. То есть здесь еще подтягиваются еще другие области творчества. Да, это огромный такой мир, где куча разных людей замешаны, и все друг с другом связаны, так или иначе. Да. Ну, расскажи еще о своих планах на будущее. Вообще, какие проекты ты будешь делать и что будет дальше? Ну, в совсем обозримом будущем у нас будет летом выставка, где мы как раз-таки все увидимся. Да, пообщаемся. Да, и пообщаемся, как обычно. Вы друг с другом все хорошо знакомы, но видитесь там раз-два в год на выставках. Да. И за этот день просто... Да. Общения на следующие полгода хватает нормально. Ну вот. Далее в планах хочу вернуться к своей предыдущей кукле, вот которая мастер-модель вот эта, потому что прошло некоторое время. Тоже, кстати, часто бывает такое, когда у тебя в моменте, знаешь, твоя кукла не расходится, а потом как будто бы люди ее распробовали. И вот за последние, наверное, полгода-год уже очень часто меня начали спрашивать именно про эту куклу, будет ли она у меня еще раз. И я подумала, что да, наверное, стоит ее еще раз вернуть с некоторыми небольшими изменениями. Тоже, да, кстати, вот работа над куклой может идти годами, не 1 год. То есть начиная с того, что эту мастер-модель, допустим, я лепила 2 года, с перерывами, то есть за это время я занималась еще другими куклами. Потом эта мастер-модель подвергнется изменениями и продолжит свою жизнь и так далее. То есть она может меняться еще несколько раз и вот этот вот цикл проходить заново. Далее в планах заниматься другой своей моделью уже с большими бедрами. Женщина роскошная. Все никак не могу расписать красиво. Ждем. Одеть ее в платье, чтобы все увидели, какая она роскошная. Всю голых отдала. Вот. И для души мои маленькие человечки, которые я, по-моему, для себя только делаю, и все. Люблю. Да, для удовольствия. Вот. А так в планах какие-то новые образы. Через какое-то время обязательно появится желание слепить новую куклу. Оно всегда приходит. Я знаю, что вот некоторые авторы, они прям часто перелепливают с нуля, не с нуля, какие-то старые куклы, какие-то новые куклы. У них очень много моделей. Есть ряд авторов. Котика? Пришел в кадр. Привет, котик. Рассказывай, есть ряд авторов. Ряд авторов, кто на протяжении долгого времени, как с любовью, наверное, относится к своим молдам и дает им новую жизнь. Ну что, вот такое у нас было погружение, не побоюсь этого слова, в мастерскую автора шарнирных кукол, в его работу. На самом деле это все делает. Пожалуйста. Да. Это управляет тобой. Это работа кота. Что там происходит, кот? Да. Сейчас будет СМР-контент. Спасибо большое, что ты нам все показала, рассказала. Это было очень интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Теперь подписывайтесь и ставьте лайки, пишите Клаве замечательные добрые слова. И вообще переходите на ее странички и следите за ее творчеством. Все ссылки на ее страницы я оставлю в описании. Ну что, скажешь напоследок пару слов? Не ведитесь на красивую картинку. А можно пооптимистичнее? Это самое оптимистичное. Ну ладно, любите творчество, любите авторов, кто делает это творчество, любите кукол, ходите на выставки. Все, пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока.